Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Решил я еще раз отрегулировать клапана, потому что мне не очень нравится. То есть в момент, когда в холоде, при пуске стартера, он как бы когда заводится, он так срывается и заводится. Я не знаю, как это правильно сказать. Сейчас, возможно, из-за неточной регулировки все же, я дохожу до момента, когда уже мотоблок начинает качаться, когда ручку стартера тянешь, и произвожу рывок, мотоблок заводится. Но нет вот этого вот момента, как бы мне все же кажется, правильного срыва, когда ты дергаешь за ручку, и он не в обратку бьет тебе, а именно такой срыв происходит. Да, такой облегченный. Все же мне кажется, что зазоры не совсем правильные, либо температурный режим не был правильно соблюден. Сейчас на улице 15, но на солнце, конечно, побольше. Ну, не сильно. Я его не заводил сутки. И сейчас попробуем еще раз регулировать. Мотоблок перезимовал прекрасно, заводится также прекрасно, если вот так вот именно как это правильный пуск делать. Но все же мне хотелось бы, чтобы он делал срыв вот этот. Тахометр я не снимал. Перезимовал он тоже неплохо. Аккумулятор у него не сел. Периодически зимой я запускал мотоблок. Ну так, чтобы поработал чуть-чуть. И тахометр пережил спокойно зиму. Ну, конечно, мотоблок был накрыт. Он стоял не в сарае, а просто тентом был накрыт. Сверху снег. И как бы нормально. Ну, я не скажу, мороза больших не было, чтобы уж прям отморозить ему аккумулятор. Но тем не менее. Так, еще добавлю. Зазоры я регулирую с помощью, как в каком-то в прошлом ролике, топ-тал или топ-тул. Я, кстати, давно хотел показать о инструменте, о профессиональном инструменте. В данном случае это компания Force. Force Professional Tools. Да, профессиональный инструмент. Стоит дорого. Наверное, около $200. Покупал я себе его на 30 лет в подарок. Сам себе сделал подарок в 30 лет. Сейчас мне 43, вот 13 лет. Инструмент живет, ничего не сломалось, все прекрасно. Набор это 141 элемент. С учетом, я так понимаю, ящика. Вот. Единственное, что отломалась клипса одна. Вот это вот. Все остальное живое. То есть, если вы собираетесь покупать себе инструмент, лучше отжалеть деньги. Здесь не сэкономишь. Китайщину какую-то покупать вообще, не советую крайне. Как я уже приводил в пример, парень купил, наверное, рублей за 100 белорусских инструмент. Потом звонит мне, типа, Леха, скажи, а вот когда берешь ключ, там, к примеру, на 19, начинаешь его, одеваешь на гайку, чтобы отвернуть гайку, открутить, и он начинает загибаться. Сам ключ начинает согинаться. Говорит, это нормально? Я говорю, да, нормально. Это нормально, за 100 рублей это отлично. Прекрасный показатель, главное, чтобы по лбу не стукнуло, и все. Вот. Всякое может быть. То есть, имейте в виду, что инструмент профессиональный стоит дорого, но он того стоит. И вот всякие нагрузки он испытывал у меня, ни одна бита не поломалась, ничего. По форсу все. Хотите, покупайте. Дорого, но оно того стоит. Особенно как хозяину на всю жизнь, практически. Я не спорю, что если его начать использовать при работе автомеханика, да, то есть, возможно, все же что-то сломается. Но, как я не механик, то есть, мне вот уже 13 лет, и все прекрасно. Так, по форсу все, продолжим по мотоблоку. Также в этом ролике как-то меня спрашивали, какая максимальная скорость. Покажу, сделаю замеры. Заранее скажу, что максимальная скорость на Каме, которая была у меня, российская шина, была, по-моему, 9,5 км в час. Двигатель Вейма, 13 лошадиных сил.
Надо свечной ключ купить. Ну, одно дело надо, другое дело вспомнить, когда ты находишься в магазине. Защитник. Вот такой защитник уже вымахал. Уже нам больше года. Ну, морда еще щенячья, конечно, как по мне. Но вот уже все. Уже вот... Че? Гуляй. Уже грозный защитник чувствуется. То, что был весной прошлого года, конечно. Занимаемся дрессировками, конечно же. Собака должен знать, кто хозяин. Первый год хозяин защищает собаку, чтобы никто не обидел. А второй и последующие собака защищает хозяина. На солнце сейчас, конечно, все 20. Но воздух в тени, наверное, где-то 15-17. Настолько соскучал по весне. Очень, что душа радуется. Вода сходит быстро, прям стремительно. Посмотрим верхнюю точку. Возьму спицей, проверим. Ну вот так вот, верхняя точка. Проверим зазоры, какие у нас сейчас. 0,2-0,15, насколько я помню, я выставлял. Щупы, кстати, должны быть всегда в масле. Следите за этим, потому что попросил я как-то щуп у соседа. Вода попала и соржавели. Вообще даже невозможно было их раздвинуть, не говоря уже там про какие-то зазоры говорить. Внутренний, где внешний? Не, кстати. Либо я не на той точке нахожусь. Сейчас еще раз прокрутим. Блин, хоть-то снимает стартер. Неудобно с ним работать. Так, куда я спицу делал? Возможно, я сейчас не на той точке, либо зазоры неправильные. Ну вот все вроде бы. Да, скидывается стартер. Я, возможно, сейчас так и сделаю. Потому что на стартером, ручкой стартера тянуть и сложно. Лучше его вручную прокручивать. Так, еще раз. 0,2. Да, действительно, вот, ну, конечно, щуп не лезет. Лезет. То есть вот до этого было то положение, то есть у него получается два положения, в котором не надо регулировать. Или, как правильно сказать, мертвая точка как-то второго цикла, первого цикла. Ну, бог с ним. Так, 0,15 у меня проходит на левом. Щуп залазит, проходит свободно. Проверяем на правом клапане. Здесь, соответственно, должно быть 0,20. Ну, проходит, в общем-то. То есть даже регулировать зазоры не требуется. Правый впускной, левый выпускной. Если посмотреть... ну да, все правильно, вот же карбюратор. Правый впускной, левый выпускной. Правильно? А то сейчас закидаю сообщениями. Лошара. 0,15 здесь, наверное, свободно залетит. Вообще свободно. 0,20. Вот я не знаю, как она должна быть, туго заходить? Или также свободно гулять он должен? Как-то я смотрел ролик, там прям свободно. Они после регулировки там шух-шух со свистом. Может быть, и здесь также надо? Ну, у меня без свиста. Ну, плотненько очень. Вот заходит прям плотненько. Посоветовался еще раз с своим другом. Так, впускной 0,20, выпускной 0,15. Коромысло придерживаем рукой, чтобы оно не болталось. Люфт у коромысла добрый сантиметр. Держим его в среднем положении и вставляем щуп. Замеряем. Коромысло в среднем. Вставляем щуп. И щуп не лезет. И щуп не лезет. Сейчас вблизи покажу. Щуп 0,20. Придерживаем коромысло. Вставляем щуп. И щуп ни хрена не лезет.
Соответственно, надо отпускать. А что, до этого влез, сейчас не влезет. Так, проверяем также выпускной, придерживая пальцем. Ну, вот здесь со свистом. Ну, не со свистом, а так вот шершавенько. Соответственно, впускной клапан у меня неверно отрегулирован. Это хорошо, что я залез. Сейчас вообще моща попрет. Хорошо, что меня попросили еще раз клапана отрегулировать. Не попросили, а спросили. Не думаю, зачем. А вот зачем. Это отпускаем контрагайку. Так, надо придерживать все же вторым ключом. Сколько? Так, берем щуп. Не забываем, что когда контрагайка зажимает, когда гайка контрагается, она немножко получается с натяжечкой, и зазор уменьшается. Все, зажимаем намертво. Ну, без фанатизма, естественно, то скажут, что не намертво. Все, поджали. И вот теперь в центральном положении коромысла, придерживаем рукой, вставляем щуп. И щуп вот так вот плотненько заходит, без зазора. Щуп 0,20. Также перепроверяем на всякий случай. Придерживая коромысл, вставляем. Все отлично. Вот, все. Впускной клапан был у меня все же меньше, не 0,20, а там было что-то среднее, наверное, 0,18. Возможно, из-за этого момента у меня и не было вот этого спокойного срыва, когда при пуске. Сейчас проверим. Пользуемся хорошим инструментом. Это не прокосы. Прокосы там другая тема. А про то, что про профессиональный инструмент, это, конечно же, да. Про бензопилы и мотокосы у меня другая тема. Вы, кстати, удивитесь, как я уже в прошлом видео говорил, что после регулировки клапанов двигатель работает мягче значительно, и такое чувство, что лошадей добавляется. Вообще, я так понимаю, что клапана надо регулировать довольно, контролировать, не регулировать, одно и то же. Регулировать, контролировать надо хотя бы раз в год. По весне, перед сезонными работами, все же это надо производить. Контролировать, мало ли что. Потому что двигатель подвержен вибрации, естественно, и, соответственно, что-то может пойти не так, что-то может разболтаться, расшататься. Надо обслуживать нашу технику, дорогая, золотая. Кстати, меня спрашивали, есть ли здесь топливный фильтр. Я говорю, нету. Но мне говорят, что оно под баком. Прямо под баком находится топливный фильтр. Вон мне, кстати, вот полез смотреть топливный фильтр, а у меня, оказывается, сполз хомутик, который идет от бака на карбюратор. Топливо не течет, но хомут сполз. То есть прям надо досконально каждый элемент просматривать. Надо зажигалкой подсветить. Это не видно ничего. Я не знаю. Если это топливный фильтр, то это в виде сеточки, я так понимаю, стоит. Помимо этой сетки, там такой торчун стоит. Под баком ничего нет. Это в баке, если такая, как в виде сеточки, топливный фильтр есть. То есть, если вы хотите поставить от «Жигулей» какой-нибудь, это да. Кстати, надо и мне это сделать. Снизу бака ничего нет. Это глупость. Именно в баке есть какой-то там торчунчик небольшой. На виде сеточки, скорее всего. Это он, скорее всего, и есть в таком виде.
Ну, хоть инструменты профессиональные, но длинногубца всегда не хватает. Длинногубцы обычный, центр инструмент, но при этом свои функции выполняет прекрасно. Кстати, а вот я не помню, сколько должно быть зазор свечной. Блин, хоть ты в интернет лезь. Какой должен быть зазор у свечи? Так, ну что по свечке? Куда я его дел вообще? Свечка Riso F7TC. Указано в интернете 0,8-1 мм. Здесь у меня 0,7. Вот вы мне подскажите, надо ли мне увеличивать зазор? Ну, я сейчас до 0,8, наверное, увеличу. Ну, его всегда можно уменьшить потом. Ну, в общем-то, интересная тема оказалась. Какой должен быть зазор? Здесь у меня 0,7. Да, 0,7. Прям с напрягом 0,7. Пишут, что 0,8-1. Ну вот, сделал 0,8. Насколько это благоприятно скажется, не скажется на работе. Поделитесь своим мнением, у кого какой зазор на свечи мотоблока. 1 я уже делать не буду, 0,8. Ну, 0,8 смотрится, кстати, очень неплохо. Все, сейчас, кстати, заодно и, может, на новый, с новым зазором и лошадей добавится. Не 13, а 20 станет, ну, хотя 15, ладно. Так, все ставим назад. Так, все, будем пробовать заводить. По скорости я просто приложу скриншот. На ходу нет возможности у меня снимать. Сниму максимальную скорость с помощью какой-нибудь программы GPS. И расскажу уже в конце впечатления, изменилось ли что, хоть что-нибудь. Или, в общем-то, так все и осталось на прежнем уровне. Хотел обороты повысить, они тут же нагрелся двигатель и выровнялись. 1560. По-моему, это нормальные обороты, чтобы маслом смазывалось. 44,7 часа. Сейчас на тахометре и показывает полный заряд. Полный заряд аккумулятора. То есть то, что у меня зиму отстоял, никак это не повлияло. «45,2», то есть где-то 30 моточасов, 30 мотоминут, ну плюс-минус, как вот по этому регулятору собаку загонял, километра 3 проехали, скриншоты прикладываю. Что сказать? Максимальная скорость, естественно, не увеличилась. Я вообще не верил ни во что вообще что-то может увеличиться. Ну, хоть что-то изменение. Как бы думал, ну, все уже, все снято, все по максимуму. Ошибался. Ошибался в чем?
А в том, что у меня была проблема, я как-то еще в ранних роликах о ней говорил, что при резком поднятии газа, увеличении газа, да, на максимум, у меня периодически мог мотоблок заглохнуть. И я уже как бы более-менее привык к этому и так плавненько добавлял, как бы, ну вот так вот. То есть не резко так, а вот плавненько. Ну и как бы забил на эту тему. Ну а что сделаешь? Думал, ну, наверное, Вейма. Двигатель Вейма. Думаю, наверное, проблема только лишь в этом. Ну, больше, какие еще могут быть проблемы? И, о чудо, я не знаю, насколько это продлится, у меня эта проблема исчезла. Вчера она еще была. Вчера я также катался с собакой. И вот при резкой подаче он не глох даже. Иногда он мог заглохнуть, а иногда вот на максимум чмок, а он как-то с запозданием. Вот так вот до упора довел, он как бы чуть-чуть давился, как будто немножко давился двигатель, а потом набирал обороты резко. Именно в момент задавливания двигателя он мог либо заглохнуть, особенно это на огороде тогда, ну, на ходу, да и на ходу мог, в общем-то. И чудо, случилось чудо, ура, ура, у меня эта проблема исчезла. Я вот несколько раз специально вот даже приехал, вот показал вам, несколько раз газанул, сразу срыв, сразу обороты. Исчезла проблема с задыханием двигателя. Вчера она была, вчера я ездил так же, а сегодня вот на ходу едешь, и вот, допустим, едешь ты так чуть-чуть вот средненько, и потом резко мах вперед, газ в пол, говорит, до отсечки. Мотоблок аж вот у него сразу мгновенные обороты, и колеса даже чуть-чуть подкидывали землю. Я в большей степени ездил по сельской дороге, ну такая вот она, не ровненькая, а такая вверх-вниз, вправо-влево. Вот, и колеса подкидывали землю. Вот так. Что это? Зазоры или свеча? Или все вместе? Не знаю. Зазор на свече 0,8, перепроверил клапана, как я уже третий раз и четвертый повторюсь, сейчас где-то, уже сейчас 15-16, ну, неважно, где-то на двигателе было условных 15 градусов. Вот при этой температуре я отрегулировал, и оказался, что выпускной клапан все нормально, на 0,15 зазор, а впускной был 0,18, наверное. Да, 0,18. Сейчас я сделал честных 0,2, и все. Ну, вот так. Так что вот так вот. И все. Как бы я уже тут не знаю, что еще тут сказать. По мотоблоку, по прицепу, ну, я уже говорил, что либо делайте сами, либо покупайте МТЗ, но лучше сами. Куда ты понесся? Ну, либо покупаете это говно, если и доделываете. То есть вот дышло я переделал, в ролике это есть. Со старым это было, я не мог ехать. Вот я даже сейчас вот в очередной раз вспомнил свои ощущения, когда вот на этой крестовине, на треугольнике на этом едешь, и ты перед каждой ямкой скидываешь скорость, потому что, ну, там, во-первых, треск постоянно идет, и небезопасно вообще, ну, колоссально. Поставил родное МТЗовское дышло, оно продается, у меня есть ролик, там название ролика, его артикулярный номер есть, это можно посмотреть, полистайте канал и найдете. Вот. И уменьшил вот эту часть, разрезав снизу и заварив, уменьшив зазор еще больше, потому что здесь, если, по-моему, память не обманывает, трубка у меня 61, а здесь, по-моему, 62 внутренний. Ну, посмотрите, есть это все, если кому интересно. Вот. И все. То есть сейчас вообще стало идеально. Я сейчас еду по сельской дороге на 4-й скорости, специально газ на максимум, где ямы, где даже грязь, и прекрасно пролетаю на мотоблоке. Ну, конечно, руль надо держать, это все же не машина. Вот. Ну, максимальная скорость там была что-то около 13 км в час. Раньше было 9,5-10 на каме.
Ну, это максимум, что я сумел снять. Ну, мотоблок Беларус не для скорости, а для работы. Для скорости есть китайские мотоблоки, как на работе коллега, у него Штенли, по-моему, мотоблок, он говорит, ой, там я 20-ку снимаю. Ну да, почему бы нет. Ну, китайские мотоблоки больше, скорее, наверное, для скорости, покататься там, ну, в магазин слетать там или еще что-нибудь по месту. Вот. Если нет машины, если ничего нет больше, ни велосипеда, ничего. Ну, тогда почему бы и нет. А как бы запряги ты этот Штенли, либо какой-то вот не сильно мощный мотоблок в землю, особенно как у меня. Я не буду говорить про все мотоблоки, нет, естественно, там тоже есть хорошие мотоблоки. Но если бы у меня его запрячь, ему, наверное, бы крышка была. Мне сейчас это надо, как вот ролик по поводу плуга, еще к нему вернуться. Ну, по-моему, я все сказал. Проверяйте зазоры. И вот по свече подскажите. По прицепу сказал. Ну, пока на этом все. Всех православных с праздником. Сегодня вербное воскресенье. На этом все.